Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Так, я тут вижу есть эмпрессочка и шаманчик пришел. Ага, ну короче, ребят, у меня есть план. План называется следующим. Я хочу попробовать поиграть на шаманах, а там дальше как пойдет. Тут плюс еще есть вертолетик, поэтому можно будет поиграть, знаете, на золотых роллах вдруг чего. Поэтому вот, короче, план мы услышали уже. Все, играем сначала на шаманах. Там вдруг чего перестраиваемся в золотые роллы. А если есть все шаманы, то, соответственно, играем через фулл шаманов. Правильно? Правильно. Все. План готов, поехали. Есть, конечно, еще и свенчик со спектрой, но... Честно, отношусь к этому как-то скептически и зная свою удачу, что мне может Свен тупо не прийти со спектрой. Ну, короче, ладно, не суть-то важно, правильно? Правильно, погнали. Погнали погружаться в нашу скиллозависимую игру. И со старта мне уже приходит тролль-жрец в 2 звезды. Конечно, не тот персонаж, который бы хотелось мне лутнуть, но пойдет. Возьму, короче, вот этот меч короля Артура и возьму все-таки клевер. Вот, я почему возьму клевера, потому что я хочу найти панду и попробовать, чтобы мне пришла панда. И если мне придет панда, особенно нефритовый генерал, то я 100% буду играть здесь через шаманов. Но если нефритовый генерал ко мне не придет, то единственное, что я могу сделать, это губами пошлепать. И все. И все как бы. И все. 2 волшебников заранее возьму, пригодится, потому что у меня уже есть 3. Может, что-то я смогу с ними как-то запилить. Ищу. Вот знаете, когда хочешь найти клевер, хрен ты его когда в жизни найдешь. Зато когда не надо, держи. Санечка, держи. Ты просил, Санечка, держите раз клевер, 2 клевер. Ну, я знаю, что ты не просил, но держи клевер, держи. Это как с медальоном 1-го тира. Когда ты его хочешь найти, ты его хрен найдешь. Даже когда у тебя останется последние 4 предмета, ты их рольнешь, тебе из 4 предметов упадет кукиш, а не медальон. У меня как-то раз был... Короче, на каком-то из стримов... Кстати, у меня халявные роллы есть, отлично. На каком-то из стримов, я помню, беру, короче, предмет 5-го тира. Молодорова, естественно. Беру предмет 5-го тира, нажимаю рандом сундук. И из рандом... Короче, у меня был выбор из радика. Да, вот, это, короче, 3 предмета каких-то, и там 100% был радик. Вот, я нажимаю рандом сундук, и мне падает радик. И все в чате просто такие... What the черт? Чего? А такое можно быть? Короче, там все были в шоке, я в том числе. Так, халявные роллы, халявные роллы. Может, что-то поулучшаю. В самом деле, мне нравится, как Тинкера бафнули. Очень хорошо его переделали. Прям шикарный персонаж теперь стал. Мне он очень нравится, этот Тинкер. Правда, он такой же косой, как и был. В плане того, что он может свои ракетки кидать вообще туда, куда не надо, а куда надо, хрен он кинет. Ничего себе пришло. А такое мне нравится. А такое мы одобряем. Во-первых, улучшение. Давай еще Тинкера с Клокверком 2 звезды, вот ранних, и все. А на 10-м раунде мне упадет хаотичный договор, и я буду на лютом винстрике, и вообще просто с хорошим настроением. В общем, ребят, я хочу напомнить, что не забывайте меня поддерживать в виде лайка и комментария 3 слов, а кто не подписан, то подписывайтесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Ну и как вы все знаете, то кое-что Ладно, не буду договорить. Короче, раскатал губу и до миллиона недалеко. Вот так вот я скажу. Все, поэтому, ребят, лайк, комментарий, и кто не подписан, подпишитесь. Я напомню, что у моего канала есть телеграм-канал, в котором я пишу, когда стримы, пишу по обновлениям этой игры. И, соответственно, веду свой небольшой личный блог, в котором делюсь с вами всякими эмоциями и так далее, так далее, так далее. И самое главное, там есть чат комьюнити. Вот, все. Все сказал. Давайте, работаем. С вас лайк, комментарий и подписочка. Все. Огромнейшее спасибо заранее, кто поддержит меня. Огромнейшее спасибо. Я, кстати, ребят, хочу напомнить то, что я в день выпускаю по 2 ролика. Первый ролик — это мой контент, а второй — это, соответственно, рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Поэтому один выходит в 12 часов, второй выходит в 6 часов вечера. Все, ладно, я тут начал уже в мыслях путаться, потому что, типа, я думаю, как поступить дальше. И, ну, я думаю, вы все прекрасно слышите, какая у меня четкая речь. Запутанная максимально. Пока что старт у меня на самом деле шикарный. Я аж удивлен, что у меня такой старт. Прям... What? What? Ну, шаманчики идут, это неплохо. Не, шаманчики идут, это вообще шикарно. Я, наверное, знаете что?
Я продам эльфийскую волшебницу, возьму вот так вот. И на самом деле я бы... Да я не знаю на самом деле, что я бы. Где моя панда, во-первых? Я эту панду уже жду 1000 лет. Скоро она будет или как? Так, Жигуль заводится, если что. Жига заводится. Что-то Бордо просто першит, не знаю почему. Да, Это уже Ява. Это уже Ява. Где моя панда? Я не понял. Панда где? Мне панда нужна. Алло. Что за непорядок? Требую панду. Так, ну пока что мне нравится то, что я выношу всех. Вот это мне нравится. А кому еще мне нравится, да? О, Гвард, я тебя на ютубе смотрю. Так, подписчика поймал. И панду поймал. Сейчас, секундочку. Клевер в панду закидываем. Так, привет, привет. Приятно, я на запись. Удачной эры. Вот. Вот, все. Мне нравится, когда я попадаюсь со своими подписчиками. Очень нравится. Правда, подписчики у меня оверскилловые, получаются, и они меня так пинают зачастую. Просто они все прекрасно понимают... Взаимно. Все они просто прекрасно понимают, на чем я буду играть, и, скорее всего, это будет в 90% случаев на контент, и поэтому они могут спокойно меня пинать, без зазрения совести, без какой-либо поблажки. Ну, чтобы мне не было, так знаете, легко слишком. Ну, посмотрим, Ярослав, что ты сделаешь со мной сегодня. Или я сделаю с тобой. Ха! Стол у меня хорош, поэтому я более чем уверен, что сегодня будет хороший контент. Вот только что будет за контент, тут пока непонятно. Но шаманчики мне неплохо идут со старта. Если еще и фиолетовый шаман рано придет, то вообще будет 10 из 10. А если он еще и в 2 звезды придет, это будет 20 из 10. Что-то пока как-то грустно идет. Ну, пойдет такое селение. Не знаю, я, наверное, начну уже халявные роллы беречь. Чтобы где-то на раунде так 12-м. Ой, 12-м. На уровне так 9-м. Начать их ролить. Там бог-жрец собирается мне приятненький. Каковы шансы, что здесь есть все шаманы? На самом деле, большие. Я бы еще хотел цветку поставить, чтобы у панды был некий шанс, что присумонит он, соответственно, мне цветку. А ну-ка, давайте, блин, ребят, напишите сейчас в комментарии, каковы шансы, что мне панда что-нибудь пришлет, кроме боли и разочарования. То есть пришлет мне, допустим, какую-то легендарную фигуру. А? Каковы шансы? А ну-ка, пишем в комментариях. Пожалуйста. Ракетки, ракетки! Да! Ух! 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 На мгновение мне показалось, что меня сейчас ракетками порвут. Тинкер 2 звезды, спасибо. Спасибо, спасибо, бог рандома. Отлично. Поставлю цветку. А вдруг? А вдруг? Ух. Я что-то в моменте даже подумал, что меня сейчас этот Джаггернаут раскрутит так, что прям будет в разные стороны разлетаться половые органы. Так, там ТБшку собираю через Джаггера, интересно. Интересный моментик. Да что ж такое, что у меня так за ухом чешется? И нос, и ухо чешется. Кстати, у меня винстрик 6, отлично. Отлично, так, рок войны шикарно мне упал. Рок войны пойдет мне, соответственно, на импрессочку, если что. Кто вдруг не знает, то я буду в этой игре керить импресску, если, соответственно, получится собирать шаманов. Во. Это мне нравится. Это то, что доктор прописал. Рок войны. Я не хочу скипать рок войны, хотя бы, ну, чисто из-за того, что есть импресска. Если бы я знал, что в игре не будет импресски, то я бы, соответственно, скипнул бы рок войны. Но импресска есть, поэтому мне по-любому нужна будет эта импресска. Хочу я того или нет. Импресска нужна. Ой, рок войны нужен. Ну, вы поняли, короче. Рок войны мне нужен для импресски, потому что когда она будет суммонить своей способностью, то у импресски будет увеличенная скорость атаки. У этой суммоненной импресски, которая со способностью. То есть 15, 30 секунд, 45 секунд живет. Это лютый баф, ни один предмет столько скорости атаки не дает, как этот рок войны. Боже, как же Тинкер накидывает. Можешь попробовать собрать как-то Тинкера в 3 звезды под богами, чисто по приколу. А? Можешь попробовать?
Что думаете? Тинкер в 3 звезды под богами. Я думаю, это будет капец какая кепка кепканая. Я, кстати, совершенно забыл за то, что у меня есть реликвия. Прикиньте, совершенно забыл об этом. Но главное, что один раунд всего лишь пропустил. Вот, шляпа шляпная просто будет, это Тингер в 3 звезды, как по мне. Но, в принципе, ради контента можно будет попробовать собрать его в 3 звезды. Поставить его под богами, под магами, либо же под кем-то еще. Потому что КД у него будет максимально минимальная, по 4 ракетки, тонна урона, под посохом 3-го тира, я думаю, это вообще 10 из 10 будет. Ну, короче, я думаю, можно что-то придумать с этим. Так что давайте, ребят, пишем комменты на этот счет. Что вы думаете? Попробовать как-то Тинкера закерить? Я думаю, в любом случае меня порвут, но даже если я зайду в топ-3, я хотя бы смогу показать вам как бы весь потенциал этот, правильно? Так что давайте, ребята, ну-ка напишите мне в комментариях, хотите ли вы увидеть этот контент или не хотите? Или ну его в баню, Саня, не рискуй, а просто и катай. Просто катай. Так, я вижу, там уже чел неплохо себе двухзвездочные фигуры понаходил. Понял, принял. Понял, принял, не дурак. Ну да, у него там реально сильный стол. Ладно. Ладно. Ладно, что ж. А что там, панда будет сегодня мне суммонить кого-нибудь? Уже много раундов прошло. Как минимум почти 7 или 8. Ну, короче, не суть, много прошло. Много раундов прошло. Много. Ну давай. Кто тут на меня? Рыцарь, иди сюда. На самом деле, мне нравится, как Шаманалава переделали. Я уже говорил о том, что мне нравится, как его переделали. Там огромнейший кусок сайленса. То есть там, когда вы его в 3 звезды собираете, там на всю карту сайленс, чистый урон. Да, там не вечный сайленс, но все же, это много сайленса. Много сайленса. Может выйти... Ай-яй-яй, Ярослав, ты играешь на жрецах, это плохо. Для меня это плохо. Против жрецов мне нужно будет находить медальон, хочу этого или нет. Можно было бы сейчас немного выйти из инкама и сделать себе один опыт до 7-го. О, Манки Кинг, понял, принял. Да. Саня, хватит заводиться, отвечаю. Задолбал хрипеть уже своим горлом. Так, ну тут у него куча двухзвездочных, он, скорее всего, мне порвет. Есть такое, знаете, маленькое подозрение, что у меня все-таки порвет. Да, ракетки полетели у меня, все, я откис. Обидно. Реально обидно. Ну ладно, за хорошо, что у меня есть хаотичный договор, правильно? Можно баф чернокнижника поставить, уже эту панду убрать и поставить себе баф чернокнижников на 20% от хила. Или орков поставить, плюс 150 хп. Воины собираются. Инсектоиды мои любимые там собираются. Как я говорю, билд Балтика 9. Короче, я думаю, сейчас 150 хп не особо зароляет. Я, кстати, уже спрашивал своих подписчиков, но спрошу еще раз. Как часто вы пользуетесь запрещенным пулом? Ну, я имею в виду бан синергии. Как вы пользуетесь этим пулом? Как часто вы пользуетесь данной функцией? Я на самом деле очень редко пользуюсь этой функцией. Редко использую, когда бан синергии. Зачастую этот бан синергии мне вообще не нужен. Ну, не знаю, я что-то как-то сколько раз играю. Да, это полезная тема, вот этот бан синергии. Но зачастую я играю так, что я тупо даже не использую бан синергии, потому что мне это не надо. Не знаю, как это... Ого, спасибо. Не, это приятный, конечно, суммон от панды, но я все-таки ожидал того, что мне придется, соответственно, что-нибудь другое. Например, панда. Честно, я ожидал панду. Было бы круто, если бы не импресска пришла, но это я уже слишком многого хочу.
Цепочку я не буду скипать, потому что я буду играть через шаманов, соответственно, цепочка мне это необходимо. Я все-таки думаю, что в скором времени ко мне придет этот пандочка, нефритовый генерал. Будет орно, конечно, если я, соответственно, не смогу найти нефритового генерала за 1000 раундов, но ладно. Не бей! Жить! Тинкер! 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 Стреляй! Больно. Ах. Кстати, а мне Рубик, по-моему, вообще за игру не падал, если не ошибаюсь, да? У меня 3 волшебника просто стоит, я их никак особо сейчас реализовать не могу, потому что мне как бы Рубик не падал. Даже если бы он упал, я не хочу лишаться своего стола, который у меня сейчас есть. Вот так вот, ребятки, вот так вот. Я, короче, в Тинкера закину эту цепочку. Я думаю, это будет правильное решение, потому что Тинкер находится в самой дальней точке, и не все к нему смогут подойти, а, соответственно, он может 2 раза накинуть свою цепочку. 2 раза накинуть свою цепочку, и, соответственно, будет огонь. Огонь! Будет импакт на 150%. Живи, Тинкер. Тинкер, живи. Хорош, Тинкер. Так, отлично. Я на 9 уровне буду тралить свои... тралить. Тралить. На 9 уровне я буду тралить свои халявные роллы. Вот так вот. На 9 уровне. Потралю свои халявные роллы на 9 уровне, чтобы мне выпала легендарная фигура. Вот так вот. Я надеюсь, конечно, что мне придет Тинкер. О, Тинкер. Вертолет, либо же минер. Если он, конечно, здесь будет. Потому что есть 5 нераскрытых легендарных фигур, и надежда, знаете, умирает последней. Но верим и надеемся. Верим и надеемся, что все будет ок. Правильно? Я думаю, правильно. Так, Ярослав, не подводи меня. 35 хп у тебя осталось. Темпларка пришла. Отлично. Возьму темпларочку, поставлю вместо клокверка. Я, наверное, даже ей предметы перекину сейчас на урон с руки. Мне кажется, это будет правильное решение, потому что она все-таки керри. Скорость атаки у нее будет повыше. И я рукой не закину. Ну и все получается. Пупурум-бум-бурум-бум-бурум. Но я на самом деле больше всего надеюсь то, что здесь будет орк-шаман. 5. Его хоть в пуле нету, но я надеюсь. Надеюсь. Может, мне вообще реально получится на золотых роллах сыграть. Это будет тогда 10 из 10. В самом деле, я даже удивлен то, что у многих ребят здесь столы не такие уж и сильные, как предполагалось, скажем так. Ах ты ж тварь на резаке, ни разу не смог закасить свой... Ты какой ты, ну... Короче, только что Агар от Акса сработал, и у меня резак не смог ни разу закастовать свою способность. Падло. Падло. Антимаг возьмем. Пригодится. Да, я уже... Все, ребят, я уже жду вот эти вот осуждающие комментарии о том, что я взял антимага, играю не на мужика. Вот так вот. Все, давайте, ребят. Жду эти осуждающие комментарии. Жду. Я же даже как-то немного на французском начал разговаривать. Жду. Так, мастерская бума, хорошая тема. И сумка пандамена, классная тема. В общем, вот эти вот 2 реликвии обалденные. Можно будет, конечно, еще взять вот эту вот рыбалочку, чтобы забанить какую-то себе синергию ненужную. Можно будет. Мы посмотрим. Буду ли я банить ее, или вообще не буду банить в этой игре. На остатки, если что-то, смогу забанить. А так... О, мастерская. Мастерская бума, естественно. Я выйду из инкама, короче. И вот эти вот предметы перекину в антимага. Как бы мне не хотелось, скажем так, играть не через антимага. Но антимаг это все-таки
полезный персонаж. Там чел забанил себе механизмов. Барабан войны, естественно, беру. Я же собираюсь играть через шаманов, соответственно, барабан войны мне кровь износа необходим. Кто вдруг не знает, то я закину этот барабан войны в Empress Light, поставлю себе импресску еще одну, и у меня будет 3 пары концов юзаться с помощью Empress Light, потому что будет основная фигура юзать и, соответственно, дубликат плюс ее способность. Сейчас на следующем раунде начну ролиться. И посмотрим, что бог рандома мне уготовил. Так, ну не имба персонаж начинает резакаду звездочного месить. Ни разу. Не имба, не-не-не. Не-не-не. Одна звездочная фигура 2500 урона нанесла. Понял, принял. Ладно, что ж. Ну? Думчик пригодится. Шаманчик пригодится. Яичко. Яичко тоже пригодится. Я, наверное, вместо клокерка поставлю. Хотя... Не, вот так вот сделаем. Короче, мне кажется, так будет намного лучше. Так, редкий сундук. Сюда. О, как. Драконий рог, двойные клыки и взгляд АЗС. Сложный выбор, но я, наверное, выберу все-таки драконий рог. Пусть у меня сразу перевоплощаются мои ребята. Ну и если, соответственно, будет орк-шаман, то его будет инкастово кастовать свою эту... Как ее там? Как ее там? Будет инкастово кастовать свой сайленс массовый. Пока нормально наваливаем движ. Пока что мне нравится. Я еще свой инстрик сохраняю. По чуть-чуть. Так, горный вождь. Сюда раскрываем его. Думчик. Хорошо. Берем. Так, сейчас мы будем делать? Я халявные роллы пока что хочу оставить. Темпларку, короче, продам, пока она не нужна. Так, квапа там уже обнаружена. Ну, зато на роллов я себе не смог ничего нормального, адекватного найти. Это плохо. В самом деле я рассчитывал, что что-то будет. Бадон щитом 5-го тира. Прикольчик. Прикольчик. Так, Думчик для звезды пойдет. Квапа пойдет. Хотя на самом деле зачем мне это папа? Джекира нашелся. Я думаю, уже в баню эту панду. Хотя ладно, антимага пока продам. Пока что продам антимага. Там темпларка опять ко мне пришла. Вот. Это прям намек, знаете, от бога рандома, что мне нужно было играть через темпларку. Но я уже темпларку начал продавать. Вот так вот. Так, бам! Так, орк-охотник трехзвездочный появился. Паджик снова появился. И тусик. С моих шаманчиков 3 штук. У меня тут, наверное, пара... А ну-ка, Дум. Ой, хорош. Скара Дум прилетел. У меня еще и кабан трехзвездочный их душит. Хорош. Имба кабан. Если что, то кабан... Винстрик? О! А! Вот это сейчас будет контент. Вот это сейчас то, что доктор прописал.
6 мехов. Ну что, ребятки, вы готовы? Вы готовы? Сейчас пойдет контент такой. Ладно. Ладно. Я, короче, думаю, на самом деле, выходить в уровень. Но сейчас мы посмотрим, сейчас смогу раунд затащить, надеюсь. Хе, ты меня так не пугай больше, хорошо? А то у меня как бы, ну, внизу там все сжалось от такого прикола. Свен, хорош. Но мне Свен не нужен. Ни Свен, ни этот не нужен. Я хочу другой контент. Два омника, отлично. Отлично. Я, наверное, даже двух омников апну через яйцо. Омника я верю, тут чистого урона я не вижу, а омник мне пригодится. Омник это имба, ребят. Кто вдруг еще сомневается, что омник это не имба, то я напомню, что омник мало ли того, что накидывает свой щит, без, точнее, инкастов накидывает свой щит, поглощает 60% на втором уровне, соответственно, магического и физического урона. И, соответственно, кроме этого, он еще скидывает дебафы. Я возьму двойные клыки. А это реально, ну, имбово. Если вы думаете, что это не имбово, то это очень имбово. Я всем рекомендую, если есть возможность, собирать омника, если в игре нет чистого урона. Тут, конечно, опасно так делать, по той лишь причине, что здесь в игре есть Свен. И челы могут собрать Свена в 2 звезды, там в 1 звезду и просто разрывать мне 5-ю точку, будь здоров. Ну вот, смотрите сейчас, импакт этого щита. У чела там тоже есть, как бы, омник, но у меня посильнее стол. Намного посильнее стол. Сюда халявные роллы, боже. Золотые роллы, золотые роллы. Эмпру! У меня аж полон рот слюней от такого прикольчика. Так, сюда эту прикормку. Так, ну, что я могу сказать? Вертолет есть, легендарные фигуры. Вместо этой клокерка поставлю. Короче, что хочу сказать. Шаманов тут-то нету в этой игре. Шаманов в этой игре, к сожалению, нету. Короче, как-то так сейчас закину эти предметы. Можно было бы поставить 3 шаманов. Но я, на самом деле, в 3 шаманов особо не верю. Можно было бы чисто по приколу сделать так, чтобы не импресс. Хотя нет, знаете, я не буду рисковать. Я, наверное, просто тупо поиграю через импресску сейчас. И мне, кстати, нужно найти предмет 4-го тира. Мне нужен предмет 4-го тира, вот эта рукавичка демонов, чтобы у меня был чистый урон с руки. Будет, соответственно, чистый урон с руки. Соответственно, мы будем творить контент. Честно, хочу попробовать сделать себе просто сверху 3 шаманов. Это рискованно, но я не уверен, что я импресску соберу в 3 звезды. Если соберу, конечно, импресску в 3 звезды, то это будет вообще обалдеть, и я сразу перестроюсь. Переобуюсь на месте и сразу буду разваливать всем кабину. Так, ну здесь дубликатов ни у кого нету, поэтому я двойные луки сейчас перекину в импресску. Да. Короче. Просто потратил кучу денег. Просто потратил кучу денег на то, чтобы взять и распродать вот этих вот всех ребятишек. Молодец, Саня. Да, мне здесь нужно будет перчатку демонов найти. Тут чистый урон все-таки у молодых есть. Надо наказывать. Надо наказывать их. Я на всякий случай себе ведьмаков соберу еще сверху. Пусть будет, пригодится. Так, ладно, давай предмет 4-го тира найдем. А ничего себе, меня там луна порвала. Ну, сейчас... Сейчас я криты возьму. Я, короче, решил, что лучше найти предмет 5-го тира в моменте. Ну, чисто, знаете, пока я вам там озвучил свою мысль, я уже 10 раз переобулся. Просто мало ли мне рапира какая-то упадет, да? Я с рапирой это просто буду взрывать 5-ю точку всем. Но тут у меня сейчас сложнее выбор. И Мани, и Мьёльнир.
Мьёльнир — это крутая тема, но я думаю, скорость атаки у меня будет вдоволь, поэтому хочу взять криты, манию. Либо же взять кирасу, дикую броню. Эх, я возьму криты. 75 урона просто, лишним не будет. Скорость атаки у меня будет, ну, просто за глаза. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, иллюзия импресски с увеличенной скоростью атаки, это первое. Второе, сама импреска, у нее кучу предметов и тому подобное на скорость атаки уже есть. Ну вот, смотрите, как иллюзия импрески сейчас бьет. Бам, бам. То есть мне лучше дамаг найти все-таки. Все-таки дамаг это необходимое. Защита у меня есть в виде омника. Осталось только теперь сейчас находить себе предмет 4-го тира, это перчатку. Если найду перчатку с первого раза, это будет огонь. Там воинов чел собрал. Удачи, конечно, ему так. Вертолетик сюда, свинчик сюда, пригодишься. Надо было изначально свинчика как бы не продавать. А что-то типа импрески сегодня будет? Я свинчика оставлю, чтобы чисто под демонов вдруг чего поставить. Под ведьмачков, имею в виду. В думчика закину. Хотя, на самом деле, вот этот рок войны мне особо и не нужен. Так как у меня есть... арканцы, и их 3 пары юзаются, то, соответственно, мне этот драконий рог особо не нужен, но пусть будет. Пусть будет, ничего страшного. Может, кстати, получится умника собрать 3 звезды. Там, правда, есть ведьмаки, но другие играют без ведьмаков. Правильно? Правильно. Поэтому, раз там другие играют без ведьмаков, у них чистого урона не будет, поэтому умник имба. Не знаю, мне очень нравится новый умник. Так. О! О! Сюда эту прикормку. Это мне нравится. Это мы берем. А прикиньте, я не могу нормально сейчас предметы переобуть. Арканцы мне нужны, это мне надо. Понимаю. Сумочка. Так, компрессочка, отлично, апгрейднул, наконец-то. Спустя 10 тысяч раундов я апгрейднул себе импресску. Так вот, хорошо. Наваливаем движ. Но сейчас импресска у меня овер сильная. Очень много урона с руки. Нормальная скорость атаки. И еще и как саппорт хорош. Я, наверное, квапу, когда соберу, поставлю квапу вместо дума. Чтобы просто потянуть время, плюс максимально сломать своим врагам позиционку, плюс это огромный чистый урон. Что-то я как-то воина вообще вынес, даже не ощутил. Что-то как-то слишком много урона. Так, цветочку апгрейдим, пойдет. Квапа пойдет, короче. Короче, вот так вот сделаем. Думчика уберем пока что и в квапу закинем сейчас драконий рог. Я думаю, это правильное решение. А вы прикиньте, импреску еще и драконий этот поставить. Сейчас, если упадет гномья брошка откуда-то там, то можно было бы эту гномью брошку закинуть в импреску, и она бы с овер далеко начинала бы накидывать в табло. Это было бы прикольно. Ну, по крайней мере, на бумаге это прикольно звучит. А как она по факту, это уже дело третье. Чел на войнах вылетел. Блин, мне нужно, чтобы кто-то из них вылетел, потому что я не могу никакие предметы пересобрать. Арканцы я не хочу ролить. Ребят, я всегда говорил, что квапа это имба. Вы просто посмотрите, насколько жестко она сломала позиционку моему противнику, и его просто вынес. Все, -1. Так, ну я, наверное, вертолетика продам. Я не особо верю в этого вертолетика. Рыцарь-ведьмак вылетел, получается. Ладно, вот так вот сделаю, короче. Короче, сделаю вот так вот. Чел там собрал себе фулл гоблинов, но почему-то не поставил себе фулл мехов. Ну, в принципе, плевать. Ладно, возьму МКБ. Драконий рог пригодится. Хотя, на самом деле, я думаю, я ошибку совершил. Надо было оставить арканце, лучше драконий рог рольнуть.
Тогда бы я смог себе и рок войны оставить. Ну, ладно. Итак. Минус воин. Это было сложно. Не, на самом деле эта катка отличная была. Мне понравилось. Хотел один билд, получился второй билд, а из этого второго билда получился третий билд. Ну, короче, я доволен. Воин, конечно, там... Ой, воин, этот гоблин там такой интересный. Но импреска это жестко. Импреска это жестко. Импреска, знаете, это как хорошее состояние души. Просто берешь и разваливаешь всех. Ой, обожаю Кири импреску. Мне она очень нравится. Типа 10 из 10 за Кири импреску. Ладно. Добавить мне на самом деле по поводу этой катки нечего. У меня было много хп, вдруг чего, куча денег. Я мог спокойно перестроиться в любой другой билд, поставить ведьмаков себе. Но план у меня был таков. Я хотел себе закирить импреску, найти предмет 4-го тира, перчатку демонов, закинуть, соответственно, это в импреску, чтобы у него был чистый урон с руки. Вот такая вот у меня была идея. Но и в моменте я подумал о том, что если мне упадет, допустим, предмет 5-го тира, там щит, то это вообще будет имбово, потому что у меня будет 3 импрески с щитом, это будет прям... Но получилось, что есть криты, и прям нормально так наваливал движа. Я очень доволен каткой, мне нереально фартило, нереально шло, и такое очень редко бывает. Капец, так рано найти фулмехов. Да ты шо? Жалко, воин вылетел. У меня были бы, скорее всего, проблемы с воином, если бы воин нормально нашел себе предметы. Скорее всего, были бы с ним проблемы, серьезно. Ну, ладно. Ладно, в следующий раз шаманчиков соберут, получается. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте поддержать меня своим лайком, обязательно. А если вам, соответственно, нечего добавить по поводу этой катки, то просто поддержите меня комментарием от 3 слов. Кто не подписан на меня, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. И напоминаю, у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!